Всех приветствую. Запишем обновление обзора криптовалют. Начнем, как всегда, с биткоина. Что у нас здесь обновилось? Все идет по плану. Если смотреть на часовиках, мы находимся в четверке. Она до сих пор развивается. Целевая зона по-прежнему актуальна. По времени все это дело растягивается, но по факту смысл остается тем же. Мы скорректировались, и следующее движение, которое я ожидаю, это наверх. Сейчас отмечу, чтобы зафиксировать прогноз. Остальное все так же. Давайте посмотрим Dash. По Dash также все идет по плану. Мы находимся во второй волне, из которой я ожидаю движения наверх. Целевую зону мы в прошлый раз не считали. Давайте посмотрим, куда мы ее цену можем ожидать. Вот здесь как раз у нас есть неплохой уровень, который пересекается с зоной. Вот эта цена 122, плюс-минус там в этом промежутке, и будет являться целевой зоной для волны 3. Так, давайте посмотрим Litecoin. По Litecoin у нас также все идет по плану. Мы находимся во второй волне. Стоп отмечен. Целевую зону сейчас промерим. Предварительная целевая зона находится вот на этих уровнях. Для большей уверенности вот есть у нас уровень неплохой сопротивления, который пересекает нашу расчетную зону. Дальше будем действовать по обстоятельствам. Прогноз остается в силе. Биткоин кэш глянем. В принципе, все то же самое. Давайте быстренько зону отмечу. А так все идет по графику. Вторая волна. Ожидаем третью. Ну, здесь вот большая проторговка. Куда именно здесь придет, непонятно. Но вот ближайшую давайте отметим. По нижней грани расчетной зоны. Минимум ожидаю вот сюда. По приближению там уже можно будет смотреть, где вероятнее всего остановится. Пока прогноз такой. Так, давайте посмотрим Ripple, который сегодня у нас просто лидер по привлечению внимания. Какой у нас был прогноз? У нас был прогноз приход в эту отмеченную зону. Ну, как вы знаете, у нас ожидался памп, который закончился вот здесь. То есть он начался вот здесь. В итоге вместо пампа мы получили дамп. Но это вся история у нас прямиком с 2017 года. Кто давно торгует, ну как давно, хотя бы 3-4 года, знает, что все вот эти группы, которые планируют пампы или еще какие-то мероприятия, они все построены на одном. Организаторы заранее закупаются, организуют памп, пиарят его везде, люди залетают, а когда наступает время пампа, они просто ставят лимитники и закрываются об вас. Ну или не об вас, если вы не повелись. Так и получилось и здесь. Все на слухах купили, сами же организаторы, скорее всего, вообще где-нибудь вот здесь покупали и закрылись по хорошей цене, поимели они 100-150% как минимум. Что можно ожидать сейчас? Вот эти все прогнозы у нас отработали, мы сходили как надо, зону посетили. Ну, приходится теперь учитывать и имеющуюся ситуацию, то есть вот эти объемы и вот это движение. А это движение нам говорит о том, что это теперь будет считаться третьей волной. Значит, вот здесь был 1, 2, 3, 4. Это была первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая. Так, давайте для верности посмотрим, куда мы пришли в третьей волне. Ну вот как раз уровень, Фибоначчи, все совпало. Вот здесь третья волна и завершилась. Куда ждать коррекцию, после которой пойдем повыше. Расчетная зона коррекции, как обычно, вот на этих уровнях Фибоначчи. Так, если поближе глянуть. Но вообще по индикаторам и по объему мы даже еще третью не закончили. То есть вполне возможно мы еще исходим наверх. Не знаю, там еще один памп объявит или еще что-то. Ну, вообще воспринимать этот памп как естественное движение невозможно. Поэтому пока мы поставим завершение третьей волны именно здесь. Дальше посмотрим по движению. Четвертая волна. В принципе, уже даже перевыполнили зону. Можно хоть сюда его ставить. Если не уйдем ниже, куда можно ожидать пятую волну? Если мы не уйдем ниже, то пятую волну можно ожидать вот на эти уровни, что совпадает как раз-таки с уровнем сопротивления. Достижение предыдущих хаев, как всегда, минимальная наша цель. Какой у меня здесь прогноз? Здесь классический памп и дамп. Что мы здесь проторгуем, это непонятно. Я думаю, здесь будет какая-нибудь проторговка, я не знаю, что-нибудь здесь будут долго мутить и потом выйдут наверх. Пока прогноз такой. Так, и два актива, которые попросили в комментариях. Qtum, мы раньше его уже смотрели.
Давайте обновим. Так, в принципе, прогноз отыграл, как мы и планировали. Получается, вот здесь у меня было нарисовано. Мы сходили наверх в расчетную зону, но ее перебили. Но ожидается еще одна волна. Так, здесь мы рассчитаем оптимальную зону коррекции, как всегда. Оптимальная зона, куда придет волна 4, это вот здесь. В принципе, она уже здесь и находится. Закончилась ли коррекция? Посмотрим сейчас характер движения. Давайте посмотрим на 4-часовике, как это выглядит. Да, я думаю, мы еще сходим вниз. Это больше похоже на WXY. WXY. Вот здесь очень уж напоминает какой-то треугольник, что ли. Давайте нарисую прогноз. Либо обновим лои и пойдем наверх, либо сразу пойдем наверх. Если хотите здесь покупать и идти наверх, то стоп здесь. Такой прогноз. Так, и еще одна монетка. One inch. Так, ну здесь прям хаи-хаи. Исторические хаи. Я бы здесь в любом случае не покупал. Здесь не на что вообще ориентироваться. Просто здесь вот откупают хвосты, смотрите, давят вниз. Здесь вот такая плита, которая давит вниз. Индикатор тоже направлен вниз, объемы снижаются. Что можно здесь отметить? Если по всему движению, то 1, 2, 3, 4, 5. Так приблизительно. Пока здесь вообще непонятно, что это за движение. Ну, явно это третья волна, но третья в какой? Возможно, в 10 1, 1, 2, 1, 2 был, здесь 1, 2, и потом уже тройка идет. Но это не важно, давайте сейчас глянем пока приблизительно хотя бы, куда мы ждем коррекцию по этой волне. Ну, минимум хотя бы вот сюда мы должны добить. И уже здесь рассматривать, какие будут объемы, какой будет индикатор. Я бы здесь не входил. Мой прогноз вниз. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропускать новые видосы. Пишите в комментариях свое мнение. Что думаете о пампе Рипла, который нас прошел недавно. Всем счастливо, удачной торговли.